Геймджем — это такое мероприятие, где люди соревнуются и разрабатывают игры за короткий промежуток времени. За последние полгода я удостоился поучаствовать в 4 таких геймджемах. Это были далеко не первые мои попытки, но именно на сей раз в некоторых из них я даже смог победить. Ну и проиграть тоже. Начнем мы с первого джема, который прошел в августе 24-го. На создание игры отвели 72 часа, а вот призовой фонд составил 30 тысяч $, которые будут распределены на 15 команд победителей, состоящих из 5 людей. Да и еще завезли гран-приз, приглашение на RTC. Это что-то вроде конференции разработчиков Roblox, можете там пофоткаться. Призы в общем хорошие, да и их самих много, увеличивая наш шанс победить. И хорошая команда тоже помогает с этим, нужно бы ее только собрать. Первым кандидатом, конечно же, является мой друг Рипон. Зная я его почти 5 лет, делает крутейшие модельки, да и еще и согласился участвовать. Так же, как и два моих друга-скриптера, Вилли и Леха. Первого тоже знаю года 4, а вот Леху я встретил в ТикТоке и решил по приколу ему написать и пригласить его на геймджем. Только не на тот, про который я только что рассказывал вам, а на тот, который был в начале 24-го. Он на удивление согласился, но тот джем мы, к сожалению, не закончили. А вот этот наверняка и завершим. У Вилли и Лехи опыта предостаточно. Ну и я сам буду заниматься билдингом карты. Осталось заветное 5-е место. Можно взять еще одного скриптера, или же еще одного билдера. Но я немного подумал, взглянул на одну из 5 категорий лучший трейлер и понял, что нам нужен монтажер. Монтирую я нормально, но вот в основном я буду заниматься картой, на трейлер может времени не хватить. Если вы смотрели этот мой ролик, то наверняка видели этот фрагмент. Во время его создания я вдохновлялся этим эдитом от NBTCR-X. Короче, да, монтирует он клево, а других монтажеров я толком и не знаю. Так что решил зайти на его Discord сервер, как-то смог связаться с ним через его друга, и он согласился участвовать. Очень даже вовремя, ведь до начала джема остался 1 день. 10 августа, 10 часов вечера. Вот оно, объявление темы игры. Премия «Твой враг». Прикольная тема, и сразу приходит в голову, как ее можно реализовать. К примеру, обезвреживание бомбы. И мы решили остановиться именно на этой идее. Правда, с некоторыми особенностями, которые расписал Рипон. Помимо того, что мы играем за сапера, нам также нужно допрашивать преступника, который и заложил эту бомбу. Допрашивая его, мы получаем информацию, которая поможет игроку решить головоломки. Надеюсь, вышло оригинально и интересно, все же это 2 важные категории, так же как и инклюзивность. С остальными же это техническое качество и упомянутый трейлер. С категориями все, а вот Эндрю с нами в войсе не было. Мы пока что здесь вчетвером. А нет, нас уже здесь 2. Скриптеры решили начать работу завтра. Я же пока начал строить здание для главного меню на основе моего прошлого из 2023-го. А Рипон в это время поставил задание. Очень подробно и с примерами. И на этом первый день завершается, все же уже поздно. Второй день, и я, кажется, уже закончил здание. Пора делать новую. Переделывай. Рипону не понравилось здание. Буду честен, я им сам не горжусь, но насколько часто вы обращаете внимание на главное меню? Лучше потратить время на сам геймплей, нежели менять уже готовое здание. И ладно, если бы новая версия была лучше. Спустя 2 часа изменений я вижу это. Освещение слишком яркое, также он убрал все мои вспомогательные блоки, которые мне все равно пришлось добавить обратно. И когда я начал расставлять свои классические здания на фон, он их начал заменять своими прямоугольниками с текстурами окон. И со всеми этими мыслями на протяжении 8 часов я доделывал косяки. А 4 часа, потраченные на мое изначальное здание, никак не пригодились. И мы потратили большую часть второго дня на 10-секундное интро игры. Надеюсь, вы немного поняли мою ситуацию, теперь я могу сказать, что я кричал и орал на Рипона все это время. Даже 3 раза извиняться пришлось, и сейчас я тоже извиняюсь. Все же я отбирал нужные себе факты, а также рассматривал все со своей стороны. Лучше глянуть на то, о чем думал сам Рипон. У нас много времени, а также то, что здание понадобится не только для главного меню. В любом случае, мы ушли друг другу на уступки, и получилось классно. За это время Велик уже сделал кастомную камеру, которую просил Рипон, а Леха сделал взаимодействие с будущей бомбой на основе своего старого скрипта. Да и еще и ту мини-игру с трубами, для которой Рипон потом нарисовал текстуры. Ну и пора перейти к самому геймплею. Мы решили, что преступник заложил взрывное устройство именно в подвале, так что нужно передать подобную атмосферу. Вдохновение мы брали в финальных комнатах первого этажа Дурса. Деталей там, кстати, особо много не оказалось. Рипон сделал трубы, стеллаж и лампы, к которым позже прицепил бим, напоминающий поток света. Я же смоделировал трубы для потолка, которые кто-то потом удалил, и сделал изначальный дизайн самих комнат.
За долгое время я впервые использовал Toolbox, взял эти партиклы пыли, и в целом выходит очень даже хорошо, но пора идти спать. Все же уже поздно. Третий день, и кажется, геймджем длится именно 3 дня. Но прошло лишь часов 38, осталось примерно столько же. Мы продолжили делать подвал, я занялся комнатами, а Репа смоделировал замок, к которому Леха добавил гуишку с набором пин-кода. Вилли же в это время начал скриптить главное меню. Разумеется, там следует написать название игры, которого у нас нет. Я дал пару запросов в ChatGPT и увидел одно хорошее – Fading Seconds. В переводе же угасающие секунды. Кажется, звучит круто. И отображает тему джема. Вернемся к подвалу, и как же он может обойтись без какого-либо граффити. Посмотрите, какой крутой получился. И этот, впрочем, тоже ничего. Но кроме настенного искусства, Рипон сделал и дверь. Как вы заметили, у нас преобладают серые цвета. Но это не помешало ему дать ей насыщенный синий цвет. Тут вообще ни единого синего оттенка нету. Жаль, правда, споры ни к чему не привели. За это время Вилли закончил главное меню и смену персонажей. А Леха импортировал пин-код и трубы уже в саму игру, где игроку придется их пройти, чтобы продвинуться в следующую комнату хранилища, которую сделал я. Ну очевидно, Рипон мне помогал. К примеру, он нарисовал эти картины для интересной головоломки, но это будет позже, все же уже поздно. Но не для нашего монтажера. Он из Соединенных Штатов, у нас 12 часов разницы и соответственно у них день. Так что пора начать делать трейлер для игры, ведь до конца джема осталось меньше суток. Мы поговорили в Осе около часа, у меня нет проблем с английским, что помогло мне объяснить идею игры, ну и также я скинул ему файлы с разными локациями, чтобы он смог там полетать и собрать себе футажи. Правда, у меня возникла проблема. Камера в самой студии не позволяет делать плавные повороты, что не очень здорово для красивых пролетов, необходимых для видео. Я это знаю, так что снимаю свои футажи через свободную камеру, встроенную Роблоксом, которая доступна только создателю игры. Файлы я ему передал, чтобы он как раз таки ими стал, однако эту камеру ему так и не выдали, и пришлось использовать полет админ команд. Не знаю, зачем я это рассказал, главное, футажи он получил, а также пора идти спать. Все же уже поздно. Финальный 4-й день. Осталось 10 часов и нужно было уже закончить начальные катсцены. После главного меню у нас по плану встречает место, где мы будем допрашивать преступника. И где же оно, вы спросите? А я скажу, что я его сделал в апреле, за 4 месяца до геймджема. Это здание суда, которое я должен был использовать в видео. Правда, аниматор, который должен был анимировать сценку, кинул меня на 6000 робоксов. И почему бы мне теперь не найти ему применений? Конечно, суд это не то место, где обычно выпрашивают информацию у обвиненного, но и так сойдет. Что же касается самого обвиненного, я сделал ему вот такой скин. Будет он стоять вот здесь посередине. И также стоит ему добавить анимацию, что я и сделал. Дабы задний план не был таким пустым, я добавил наши скины по разным углам карты. Ну и также анимировал их. Ладно, вот как вышло это на самом деле. Кажется нормально, и пора как раз использовать кастомную камеру, которую сделал Вилли. Кроме нее он также сделал диалоги, импортировал смену персонажей и даже сделал что-то вроде давления на обвиненного, чтобы тот выдал правду. В нашем случае он расскажет код от начальной двери, где после ее открытия стартует таймер, по истечению которого бомба взрывается и игрок проигрывает. И кстати про бомбу. Рипон сделал ее модельку еще ночью, и я успешно сделал для нее комнату. Осталось лишь туда заложить динамит, чем мы и занялись. После комната стала готова, и я также отправил ее нашему монтажеру, как и фрагменты геймплея. Теперь он сможет добавить их в трейлер, и за время моего отсутствия он уже сделал некоторые клевые клипы. А у нас осталось 6 часов. По билдингу, считайте, все готово. На карте будет лишь 4 комнаты. Начальная с пин-кодом, следующая с трубами, третья с хранилищем и последняя с бомбой. Вере и Лехе осталось заскриптить последние 2. И за некоторое время головоломка с хранилищем была готова. Вот что нужно сделать игроку. Дверь закрыта, так что мы переключаемся на допрашивающего и спрашиваем код от двери. Но деменция охватила обвиненного, и единственное, что он помнит, это лишь отрывок. 4 помноженное на солнце плюс 2 помноженное на луну. То есть игрок должен найти на карте картины солнца и луны и увидеть подписанные к ним цифры и подставить их в наше выражение. Полученный ответ есть код от двери, который ведет прямо к комнате с бомбой. С хранилищем, кажется, все закончили. Правда, остался всего лишь 1 час. Пока скриптеры занимались своим делом, мы с Рипоном набрали звуков, которые не успели добавить. Также мы сделали иконку игры, UI-элементы, параметры освещения в разных локациях и прочее.
Время поджимает, осталось сделать бомбу. Рибол уже расписал, какие действия должен сделать игрок для ее обезвреживания. И все это уже представлено в его модельке бомбы. Перерезать нужный провод, нажать на кнопку в тайминг и выбрать нужное число. Как уже упоминалось, у Лехи уже есть система взаимодействия. Он соединил ее к бомбе, и теперь ее можно туда-сюда вращать. Ему с Фири осталось закончить сам механизм, и пока они это делают, нужно посмотреть, что с трейлером. У Эндрю сейчас 9 часов утра, он всю ночь не спал из-за нас. Мы изначально предполагали, что уже к этому времени я скину футажи с бомбой, но она и близко не готова. Остается лишь опираться на все то, что я скидывал раньше, но зато к этому времени большая часть монтажа уже была готова. Осталось около получаса, и бомба в процессе. Откуда же игрок должен узнать, какой провод перерезать или что за цифру выбирать? Думали, вот у преступника до нас спросить будет. Правда, времени реализовывать этого совсем нет. Вот вам постер с надписью. Я же уже вот начал заполнять анкету с нашей заявкой. Вири и Леха в это время вкладываются, пытаются успеть, и кажется все готово. Но возникла ошибка, а осталось 10 минут. К счастью, в этот момент мне пишет Эндрю и скидывает мне файл с трейлером игры, где кроме крутых пролетов есть и эпичные комментарии. Но вместо слова «diffuse», что переводится как «обезвредить», он пишет «diffuse». Какая еще диффузия? Ладно, это моя вина, я сам путал написание этих слов, что, наверное, его запутало. И он теперь пошел делать повторный рендер. 5 минут осталось. Скриптеры, кажется, исправили проблему и уже опубликовали изменения. Правда, вот мы даже не тестили, работает ли все или нет. Уже 2 минуты до конца. И наконец-то Эндрю скидывает мне ссылку на видео, которое я быстро вставляю в анкету и сдаю нашу заявку на GameJam. Я всего за день провел 9 часов в студии и еще часа 4 в Дискорде, обсуждая детали про игру. Голова, серьезно, очень сильно болит. Но я не могу упустить просмотра трейлера и проверки того, возможно ли вообще пройти игру. Давайте посмотрим, что и вышло. Трейлер всем очень понравился, и Леха даже скинул его на свой Discord сервер. Кстати, вы можете поддержать его творчество, просто зайдя на это самое сообщество. У меня тоже есть свой DS сервер, но кроме него вы также можете поощрять мой контент простым лайком и подпиской. Вопрос: откуда вас собралось 11 тысяч? У меня до этого было лишь 500. Спасибо большое за такую огромную активность под предыдущим видео. Мне очень приятно, и Эндрю также будет приятно, если вы зацените его YouTube канал. Все ссылки будут в описании. Что же насчет игры, мы проверили, и, к счастью, она работает. То есть игрок может и проиграть, и победить. Вышла она сыренькая, но по нескольким категориям есть шансы. Теперь мы просто ждем результаты, и спустя 6 дней я вижу вот такое объявление. Итоги ли это? Нет. Дело в том, что Flood Escape 2 анонсирует новый GameJam с призовым фондом в 700 тысяч робоксов, что равняется почти в 2500 долларов. Flood Escape — это, если что, считайте, моя любимая серия игр в Роблоксе, да и призы, кажется, неплохие, я не могу такое пропустить. А вот те, кто смогут, это все остальные, так что большую часть работы буду делать я один. И кажется, если я продолжу говорить про эту тему, то сильно отвлеку вас от первого джема. Просто скажу, что после 4 дней разработки, наконец-то вышли результаты с победителями. Мы все дружно собрались в Дискорде, кроме Эндрю, у него сейчас утро, и пошли смотреть данное мероприятие. И перед тем, как сама церемония начнется, лучше бы мне представить вас голосами участников команды. Я победитель скриптов, Вайрили, запомните, вашу мать, там где скрипты, там вашу мать, это лицо. Да, я Леха, кстати, я просто создаю там тудым-сюдым, скриптики, не скриптики, вот это, ой-ой-ой-ой, ну ты понял, да? Я репа. И всем привет, я Andrew TSRX, the editor behind the trailer. И вот теперь можете слушать наши реакции. Жалко, что Эндрю нет, ну ладно. Мы 100% должны хотя бы трейлер немного выиграть. И выигрывает команда из 5 человек, Вайрили, Данубище. Забыл. Остальных можно не объявлять. Я только эти никнеймы знаю. Мой не надо знать, мне на пипец. 6, 3, 2, 1. И вот начало церемонии. Первая категория, где объявят призеров. Best technical quality. Третье место. Oblivion. Okay, that's Oblivion. Moving on, second place Oh, goes Да, to... у нас Вау. нет шансов. You have У нас all нет the шансов. time. Spaced Calamity. Created by Isaac was taken. Блин. Dunjosh 2000. Что? Следующая категория – самый оригинальный концепт.
Мы здесь вообще не должны выиграть. 100%. Первое Alright, место. next. Fading Seconds. Game Time Inspired 2024. Alley, 19120. Ребята, я рад, то, что, типа, мы встретились, и нам дадут аксессуары за то, что мы участвовали. Погоди, тут еще трейлер есть. Третья категория — самый захватывающий геймплей. Кстати, Репона зовут Артем. Мы играли в эту игру с Артемом! Серьезно? Артем, как она выиграла? Как она выиграла? Это вообще бред, там типа паркур банальный. Second place. С игрой, если что, все в порядке, просим прощения. Кстати, игра тоже сделана русскоязычными разработчиками, и с одним из них мы даже работали с Репоном 5 лет назад. Сейчас трейлер будет. Ребята, трейлер. Пожалуйста. Okay, for this next category, Ай, блин. trailer. Мы смотрели этот трейлер. У нас лучше. Он нас лучше. Он нас лучше. Тут хорошо выглядит, но у нас тоже неплохо. Давай. Второе место. Ребята, пожалуйста, умоляю. Да не может быть. Да почему? Ребята, ну, Ну, фиаско, значит. Should have asked people to pronounce their names, but you get the J Party Butchering apology. Let's see the trailer for. Йоу, чё? 600 долларов, йоу. Мы выиграли. 600 долларов! я вообще, пацаны. Только из-за Эндрю, кстати. Эндрю, спасибо. Эндрю, Это легенда, это вообще... О, Эндрю, спасибо. Ай, блин. Мы это сделали. Вы это сделали. Developers from around the 600 world. долларов выиграли. The winner is. а мы реально выиграли? Что-то не верю. Да, Леха, мы действительно заняли первое место, и я ответил тебе спустя 10 месяцев. Только вот каждый из нас получил не перевод 600 долларов на карту, а считайте подарочный купон в магазине GoGift. То есть мы могли тратить наши деньги в пределах ассортимента этой компании. И если американскому Эндрю повезло, и он смог спокойно заказывать различные товары и карточки, то у нас возникли проблемы. Что в Россию, что в Казахстан ничего не поставлялось. К счастью, есть цифровые продукты, и я их решил опробовать. Я сменил страну магазина с американского на шведский, чтобы купить 5-долларовый купон Volt, это если что компания по доставке еды. И за смену региона с меня взяли 50 долларов как налог. И я даже не смог использовать купон и покушать. Если вы живете в Швеции, можете ввести этот промокод. И потеря 50 баксов это не круто, но хуже потерять все деньги вовсе, что и произошло с Фири. Он решил перекинуть деньги с подарочной карты на Amazon, чтобы уже там что-то купить и перепродать. Но когда он закинул на свой аккаунт 600 долларов, его забанили. Ясной причины не дали, сказали что-то вроде связи с другим аккаунтом. В поддержке же, конечно же, никто не ответил. Серьезно, это бред какой-то. К счастью, никто больше не терял деньги. Эндрю был очень рад победе, и он смог перекинуть все деньги с карты в различные сервисы. Репон пока что решил оставить карту и уже потом разбираться, что с ней делать. А Леха сразу приступил к действиям. Он закупил дофига карточек на Robux и премиум и стал перепродавать их на FanPay за скидку. Конечно же, он терял некоторый процент, но я решил заняться этим же. Сначала закупился, написал объявление, и первый покупатель оставил мне 1 звезду, потому что карта не сработала. С таким рейтингом, к сожалению, вряд ли у меня что-то получится продать. И пришлось вернуть ему деньги. А на самом деле чего-то пришли робуксы. Карта была активирована. Второй покупатель также оставил негативный отзыв. Потом еще один на 2 звезды. Но даже с 3 звездами нашлись хорошие люди, которые оставили хорошие отзывы. И по итогу я все продал. Осталось перевести деньги с FanPay на банковскую карту, что тоже было непросто. Вкратце, нужна была помощь родителей, а они сказали, что меня обманывают и никаких денег нету. Но, к счастью, уже тетя дала мне посредника, который зачем-то оплатил налог и заблокировал меня за то, что я этот самый налог не вернул. Не знаю, что это за социальный эксперимент, но в следующий раз мне придется искать другой способ вывода средств. В заключение, после всех транзакций я потерял около 200 долларов. Правда, оставшихся денег все равно много, и я всем доволен. Я провел за 3 дня 26 часов в студии и 7 часов в Дискорде, что, наверное, является рекордным времяпровождением для меня за все время. В общем, геймджем мне понравился и остальным тоже. Можете почитать итоги, которые они подвели. Ну и чуть не забыл, гран-приз мы не выиграли. Мы лишь заняли первое место в одной из категорий. А вот вы уже наверняка забыли про второй джем, где нужно было создать карту для Flood Escape 2.
Тематикой оказалась абстрактность. Звучит интересно, и в голову сразу пришла мысль, а что может быть абстрактнее математики без мироизмерений? Так что я решил остановиться именно на этой идее. Постараюсь сделать что-то вроде этой анимации от Алана Беккера. Ну и нужно упомянуть, что для создания карт в Fluidscape 2 используются не скрипты, а собственная система таймлайнов. И помогал мне с ней разобраться крутейший Тетра. С его помощью я сделал очень много крутых анимаций, включая этот куб, который занял у меня 49 ключевых кадров. До его создания я хотел добавить гораздо больше подобного. Но одна эта анимация заняла 2,5 часа, пришлось отказаться от этой идеи. Что же касается билдинга, я выбрал слишком даже простой стиль и раскидал модельки математических тождеств и фигур по карте, многие из которых смоделировал мне Рипон, спасибо ему большое. И даже несмотря на то, что времени дали неделю, я многое откладывал. Последние 2 комнаты делал на скорую руку. И чтобы их закончить, я просидел всю ночь, вплоть до 7 часов утра. Конечно, меня из-за этого поругали, но мое настроение так поднялось, когда я увидел, что какой-то чел с ником Тайцки проанализировал все математические отсылки на моей карте и сделал из них видео. Я не думал, что кому-то настолько понравится моя карта. Ссылка на его видео будет в описании, мне было очень приятно. Результаты вышли в октябре, и я не победил, что было очевидно. К этому, думаю, привело недостаток анимации, слишком простой стиль, а также недоделанность последних 2 комнат. Ну, ничего страшного, мне все понравилось, а если хотите посмотреть полную карту, то у меня есть видео на канале. В студии я провел 32 часа, тестил карту часов 5, и Тетра помогал мне в Дискорде часа 2. Напоследок хочу вам показать эту гениальную идею. Площадь под графиком экспоненты представлена площадью этих 3 прямоугольников. И разница высот между 2 и 3 прямоугольником настолько высока, что игрок не может через нее перепрыгнуть. При нажатии на кнопку количество прямоугольников будет стремиться к бесконечности, и их площадь будет лучше описывать площадь под кривой. А разница высот между прямоугольниками будет настолько низкой, что игрок уже сможет спокойно ее перепрыгнуть и продвинуться в следующую локацию. Да, объяснять это было лишним, я просто представил математическую концепцию как геймплейный элемент. После того, как мне эта идея в голову пришла, я и решился выбрать тематику математики. А название, кстати, взял из моего старого уровня в Geometry Dash. Напишите в комментариях, если поймете, что она обозначает. И наконец-то перейдем к 3-му джему, который прошел с 11 октября по 27, то есть он длился целых 16 дней. Что как-то слишком много. Однако Game Jam зарекомендовал себя как европейский, а с европейской архитектурой опыта у меня предостаточно, так что я решил попробовать поучаствовать. Рипон и Види также решили принять участие, правда они сказали, что большая часть времени будут заняты. А вот Леха совсем не нашел времени на джем, но предложил помощь своего друга-билдера Зерновика. И работы, кажется, у него крутые. Да еще тут целая категория исключительно под визуал игры. Билдеры точно понадобятся. Поэтому на 5-е место я взял еще одного, звать которого SEO плохого вождения. Он скорее моделер и работает в программе Fusion 360. И вот с такой командой шансы на победу очень даже неплохие. Будем делать опор на этот самый визуал. 4 из 5 участников команды заточены как раз под это. Ну и вот оно, объявление темы джема. Есть лишь одно правило. Да, тема так называется, и я решил сделать казино. Потом как-нибудь это приплету. Тем временем мы с Зерновиком уже набросали план карты, а SEO сделал крутейший трамвай. Правда, дальше работа шла медленно. Впрочем, на дворе уже был октябрь. У 4 из нас началась учеба, а мой школьный день вообще длится с утра до вечера. Плюс начались суммативные оценивания за четверть, что тоже занимало немало времени. В любом случае, уже к 15 числу я на основе моих старых построек закончил делать этот домик вместе с каналом. Далее, уже к концу недели разработки, я доделал 2-е здание и расписал геймплей игры. Игрок должен просто накопить достаточное количество денег, играя в рулетку против NPC, с которыми можно будет взаимодействовать. Кажется, заскриптить такое будет нетрудно, ведь осталось еще больше недели. Надеюсь, Вилли справится, да и за это время он уже добавил новую камеру в игру. SEO тем временем смоделировал офигенную ретро-машинку, которую все равно решился переделать. А у меня наконец-то закончились суммативные оценивания, так что теперь могу уделять гораздо больше времени джему. Правда, осталось всего лишь 4 дня. Были ли продвижения в скриптах? Пока что нет, но ничего, мы же в прошлый раз за 3 дня управились, верно? Я построил пару зданий, среди которых есть и основное, где и будет находиться бар вместе с рулеткой. Рипон проснулся со спячки, и кроме окон и дверей, он смоделировал мне мебель, бутылки, фишки, ну и саму рулетку.
Зерновик помог мне с фановыми зданиями, а SEO закончил делать свои машинки. И вот так начался последний день. Что же насчет скриптов? Вилли так и ничего пока не начал делать, а планировал еще в пятницу, а до этого еще и в среду. И еще у меня выключили свет дома. Так что пришлось собрать ноутбук и направиться в ближайшую кафешку с Wi-Fi. Только я собирался выходить, свет заново включили. Но было уже поздно, я разогнался и останавливаться не собирался. И смотрите, что я там обнаружил, какое совпадение. Знаете, чем это и наша рулетка похожи? Они оба не работают. Мне кажется, нужно это исправить, правда, Вилли не имеет такого же желания. Однако я смог его уговорить. Он 2 часа посидел в студии, перенес старую систему диалогов и сделал эту мини-игру с рулеткой. А потом просто ушел. Зерновик, к счастью, улучшил UI-элементы, а потом помог с изданиями. Я в кафешке закончил этот пар, а SEO подрубил новое освещение. И, кажется, добавлять по визуалу больше нечего. Карта готова и вышла она нормальной. Надеюсь, отсутствие скриптов не повлияет на оценку игры. Что же насчет тематики джема, изначально я хотел назвать Place Never Stop Winning. Никогда не переставая побеждать. Это типа и есть лишь одно правило в этом месте, так бы я связал тему с джема с нашей игрой. Но побеждать где? Это рулеткой сложно назвать. По итогу остановился на Never Stop Exploring. Немного бессмысленно, но да ладно. Заявку на джем уже пора сдавать. Ну а если вы хотите больше совпадений, то я в этой кафешке еще и в последний раз встретил свою учительницу по английскому, перед тем, как она переехала в Америку. А что по поводу джема, нужно упомянуть, что в каждой категории есть лишь один победитель, и каждый участник команды победителя получает по $160. Видно, что бюджет поменьше, но ничего. Результат объявили спустя 2 недели, и мы проиграли. Интересно же, кто нас опередил по визуалу. Если что, графика и близко неплохая. Мне понравилось освещение, а UI-элементы анимации камеры и визуальные эффекты превосходят нас на голову. Но что же насчет билдинга, все плоховато. Это напоминает то, что я делал в 2020-м. Наш европейский городок, как бы эгоистично это ни звучало, вышел лучше по визуалу. Правда, игру это сложно назвать, что, наверное, и послужило причиной проигрыша. Карта с темой почти никак не связана, в отличие от этой игры. Конечно же, Вилли немного подвел, но у него была работа, учеба и отсутствие желания. У меня, кстати, тоже была работа в это время. Я пытался совмещать и джем, и заказ, но не справился. В итоге сильно задержал сдачу моделек, из-за чего оплату урезали на 30 тысяч робоксов. Это примерно $105. А что же касается скриптов, мне следовало бы заскриптить все самому. Спустя 4 месяца для проекта по информатике я смог всего за 14 часов сделать эту игру с рулеткой, со ставками, 2 игроками и всем прочим. Думаю, во время джема я бы смог все это дело реализовать. За 16 дней я провел около 47 часов в студии и час в Дискорде. В общем, геймджем мне не слишком понравился из-за слишком длинного промежутка разработки, так что после него и заказа я взял небольшой перерыв от студии. С декабря по январь я в основном монтировал ролик. Но уже к февралю силы восполнились, и мы пошли на 4-й джем, который мы также проиграли. Извините, я порядком устал монтировать, может расскажу про него в следующий раз. В этом джеме за 3 дня я провел 15 часов в студии, 6 часов в блендере и около 5 часов в Дискорде. Так, сложим все потраченное время, вычтем часов 5 за заказ, и превьюшка не врала. 140 часов потратил, а саму превьюшку рисовал Фоксар, спасибо ему большое. И можете посмотреть его твиттер. Ну и почти, кажется, все закончил. Монтировал это видео с 26 января, то есть прошло уже целых 7 месяцев. Как бы банально ни звучало, я действительно переживал свой предыдущий опыт заново. Постоянно улыбался, обрабатывая фрагменты с нашими реакциями. А из-за неприятных воспоминаний у меня часто портилось настроение, что даже сказывалось на продуктивности. В общем, я провел около 180 часов в CapCut. Могу предположить, что доставал из браузера нужные картинки и видео часов 50, а также в этом же браузере занимался озвучкой и улучшением звука часов 30. Писал сценарий для этого ролика часов 29, использовал студию с Roblox для записи и анимации около 20 часов и рисовал в Paint и в Krita примерно часов 12. В итоге около 320 часов, что вместе с джемами дает число в 460. Я просто старался как можно более детально задокументировать свои воспоминания на будущее. Вот такой у меня дневник. И напоследок, смотрите, что мне тут встретилось. Roblox анонсирует новый геймджем. Прямой сиквел первого джема из этого видео, даже дата одна и та же.
Сможем еще раз выиграть? Копирайта у меня нет совсем вот беда. Love for you,